Итак, хорошие мои, я вас всех приветствую в столь занимательное время. Расклад не то чтобы не по плану, но по времени немножечко нас подзадержали. Кто появляется, пожалуйста, всем доброй ночи, добрый вечер. И отпишитесь по поводу качества звука и видео. Тему расклада вы видите. Расклад будет сегодня на один вариант. К чему вас приведет ваше решение. Но в чем интересность, да, данного расклада? Хочу, знаете, на чем сделать акцент? Вот, допустим, вы сидите, решаете и вот делать или не делать, да? Вот выбрать вот этот вариант, либо не выбрать. Поступить вот так, не поступить. Ехать или не ехать. И тут думаете, да, фиг с ним, сделаю. И не важно, что это. Вы знаете, некое спонтанное решение. И где-то вы понимаете, знаете, сразу, возможно, вы там переживаете, получится, не получится и тому подобное. И потом в последний момент вы осознаете, что вам не важно, какой результат будет. Важно то, что вы это сделаете. У каждого из вас оно будет свое. Пожалуйста, напишите мне в чате, насколько для вас сейчас это актуально, потому что перед записью этого ролика, буквально вот несколько минут назад, 20, примерно 30, собралась очень большая, давайте скажем так, гоп-компания из определенных сфер, дабы что-то передать. Поэтому, видимо, что-то да интересное хотят нам высказать сегодня. Ребят, затягивать не буду. Поехали по факту. К чему вас приведет? Первая же карта, карта колесницы. Сочетаем тьму, свет в балансе. Пребываем, движемся за своей мечтой. Однозначно ехать, делать, действовать. Вот это джекпот. Ребята, актуален расклад. Вам это решение дается тяжело. Вот то, что вам нужно принять, понимаете, слишком много. А нужно, а стоит ли, а надо ли, было бы, а вот это вот вся белиберда. И, возможно, не все так просто, да, как может показаться на первый взгляд. Есть какие-то моменты тяжеловато. Тяжеловато, но в каком плане тяжеловато? Много ноши, много мыслей, возможно, у вас. То есть над этим нужно поработать. Вы здесь, совершив тот или иной поступок, приняв то или иное решение и сделав так, как вы задумали, положите начало чему-то новому. Вы что-то понимаете, как запустите в пространстве. Это во-первых. Вот оно прописано, но вы запускаете, понимаете, вот как птички вьют гнезда, да, и первые вот травинки кладут, вот что-то из этой области у вас будет. И смотрите, здесь однозначно, возможно, даже проигрывается путешествие у вас. Но движение, да, куда бы вы, даже если это не поездка, вот просто приняли решение и будете двигаться, у вас начнется очень все по-новому, не так, как было иначе, и карта перехода. Так, карты, которые закрывают смерть и солнце. Во-первых, здесь поддержка рода, здесь будет колоссальная защита за вами, как рода, так и высших энергий. Если актуально по детям, довольно-таки хорошо все пройдет. Для кого актуален этот вопрос, да, там с детьми.
И так как здесь карта перехода, да, у нас последняя, я хочу посмотреть, куда же там переход у вас. В императрицу, ребята, в императрицу, но сейчас я уточню эту карту по императрице. Стабильность со своим родом подработайте немного. А так, в принципе, не важно, что вы там задумали, в статус императрицы переходите. То есть считывание информации от высших энергий. А что там с вашим родом? В чем проблема в стабильности? О, как интересно. Король жезлов, дьявол, звезда, если по стандартным значениям Таро. Может быть влияние мужика, который по дьяволу желает, знаете, как освободиться от каких-то оков, возможно, за счет вашей энергии. Так как я спросила, что подработать, да, стабильность вашей связи с родом. Переключить на себя как-то это пытался, либо пытается. Но мне проходит пытался. Если кто уже совершил этот поступок, действие и тому подобное, то есть вы сейчас смотрите просто результаты вашего выбора, к чему это все вас по итогу приводит, да? Просто такой системный анализ включаем. Хорошо. Король жезловых. Вот меня интересует, за ваш счет, значит, да, в рай въехать на вашем горбу. Что за король? В 8 мечей находится человек. И король кубковый. Здесь вот эти все пристрастия различного толка, да. Здесь человек, который вам что-то подсовывал, предлагал астрально, ментально, физически, опои, окормы туда же, если вы общались с ним, либо какое-то неблаговидное предложение, если по рабочим моментам Филькина грамота была подсунута, либо какие-то документы подложные, липовые, ну, короче, понимаете, здесь было вам предложение довольно-таки вам ненужное. И вот за это 8 мечей настигла этого королька. Здесь, возможно, практик. Если не практик, мог и сам подрабатывать мне идет. Понимаете, не работал. Здесь подрабатывать. И вот за ваш счет хочет от этого дьявола. Так если ты работаешь с ним, что ж ты хочешь там освободиться? Что? Пусть он тебе и помогает теперь. Ладно, это уже легкое отступление. Из этих карт на сегодня у меня все, потому что здесь задумка более интересная. То есть, чтобы вы понимали, это не я задумываю, мне приходят и говорят, что взять и как раскладывать. Так, пытался и не получилось. Ну вот, да-да-да, тут именно попытки, понимаете, вот этого недалекого какого-то предложения вам подсунуть насчет эмоционалочки, да, там пробить как-то по сердечной же чакре, на эмоции, опять же таки, и тому подобное. Так, начинаем. Так. Здесь для многих проиграется так, что вам нужно двигаться к наставничеству. Для кого-то нужно выставить защиты. Либо к кому-то обратиться и это сделать, либо к своему роду. Здесь заключение новых договоров идет. Вот те создания, которые были к вам отправлены, вернулись к этому человеку, который просил там, вымаливал, бегал, ходил, дабы ему подвалило счастье. У меня другой вопрос. Обращение было к определенным силам. Что ты предлагал взамен на то, что хотел? И здесь, смотрите, ребят, такой вариант. Если вы, коль вы обнародовали правду об этом человеке,
Он бесится из-за этого и хотел бы вам отомстить. Понимаете, вы что-то вскрыли. Возможно, на него кто-то донес. То есть вас эта ситуация не касается, это вообще там 3, 4, 5, 10 лица. Здесь как будто хотел какого-то отомщения. Так, хорошо, хотел ты отомщения. Так, а что ты там... А что ты взамен хотел дать? Вот что меня... Ага, здесь человечек у нас чистился. Короче так, нищета у товарища идет. И сломление воли. Здесь, возможно, чистки были через храм, но также и не только через него. Значит, чиститься он хотел, понимаете? А предложений-то никаких определенным силам не было. Тут именно, значит так, почиститься хочу и наказание хочу. Почиститься и наказание хочу, к силам обращаюсь. Так, кого ты там собрался наказывать? А ну давайте по поводу вот этого отомщения, что по поводу вас? А по поводу третьих каких-то лиц. Так, человек, значит, под приворотом. Здесь, коль у него нищета по финансовому каналу вдолбились, здесь кто-то его, его ресурсы просто приворачивают к себе. Ну, через приворотную вот эту всю фиготню делают. А вам бы хотелось бы за ваше колдовство отомстить. А что там ваше колдовство? Ой, нет, знаете что, здесь как бы и отомстить хотелось бы, но подъехать с той стороны, что вот, мол, помоги, посострадай мне. Короче, надавить вам на жалость, чтобы вы с помощью ваших знаний, ваших умений в колдовстве, в магии помогли этому человеку, дали ключики. Он бедный, несчастный, понимаете, уж все тело, да, обглодали определенные сущности. И вот как будто бы, чтобы он пришел, короче, а вы ему, ой, держи ключик тебе от волшебной дверцы, давай сейчас у тебя все будет хорошо. Но основополагающее, чтобы вы сделали этот выбор, ему помочь. Это в вашу сторону. А по поводу вот тех ребят, что там за приворот... Ой, говорит, с предками духами рода моего, значит, это как бы, коннекшена нет. Исцелиться хочу, исцелиться. Значит, перекрыли связь с родом, если вообще нет. А ну-ка, перекрыли. На него переклады скинули, чьи-то проблемы приходится решать, если на физике, на энергетическом плане на него скинуты 5 ударов, 5 болезней, 5, допустим, органов, которые у кого-то болят, либо вот 5 человек, понимаете, у каждого болячка на него. На вопрос, отрезан ли полностью человек от родовой своей системы, карта Высший суд. Да, помимо этого еще накидывают, знаете, как я люблю говорить, штрафные санкции. Так, значит, чистился ты. Как твоя чистка там прошла? О, как. Ух ты. Короче, если кому-то обращался, то, знаете, вот у человека что-то там начало наклевываться, толковое в башке в его. То есть что-то там, зашевелилось, и пазлы начали кое-какие, только начали состыковываться друг с другом, чтобы картинка получилась. Он к кому-то обратился, что ли, и этот пророк, ведающий, его же штрафанул. Ну, знаете, не то чтобы штрафанул, а просто взял и долбанул по нему через неупокоенных. То есть такое впечатление, что этот человек хочет выбраться, хочет вашей помощи, поддержки, понимаете, через ваше сострадание. И вот кому-то обратился, еще по голове получил. А чё пророк-то его проатаковал? Подселенцев ему накинул.
Так, так, так. Возможно, здесь еще тот вариант, что за счет ваших знаний как-то хотел очиститься, поняли? И ему долбануло. Но если все же к кому-то обращался, тут есть два варианта. Слушайте, может он вообще там, я не знаю, просто на толкового таролога попал в том же Ютубе, понимаете? Ну, всякое может быть. Либо же к кому-то обратился. Здесь у меня такое впечатление, что сейчас, секунду. Перебить пытаются поток считывания этого всего. И здесь такое впечатление, короче, коль человек сам начал осознавать, что он нахеровертел и пора из этого всего вылазить, он вошел в состояние проработки, то есть выплачивание вот этого процента за взятый кредит, грубо говоря, да, чтобы было понятнее. И здесь, как говорится, понеслось. Здесь, да, именно так ты и будешь выходить, собственно говоря, вот так вот все у тебя не стабилизируется. То есть человек пошел в обучение, как на самом деле устроен мир. Если это как-то связано с тем, что вы все-таки помогли, что-то подсказали и тому подобное, намекнули, то вот то, что было делано против вас, подсобралось, ну там еще кое-что есть, понимаете? Там как будто штрафные санкции пошли. То есть, кроме того, что положено было ему, вот он, короче, отсылал на вас, допустим, там 10 сущностей. К примеру, ребята, реально просто из балды идет. Допустим, вы чистились, вы ему их вернули, там плюс-минус какие-то дополнительные ему бонусы, пускай их будет 20. Да, ну, грубо говоря. Если в 3 раза, ладно, даже пусть их будет его 10, плюс 3 раза, пусть их будет 40. Окей, все. То есть вот баланс Вселенной. Но тут определенная энергия, я не знаю еще какая, но это высшая, это не темная, это светлая энергия. Поднакинули штрафных санкций, знаете, в усиленном, то есть вот было положено 40, на тебе еще плюс 40. То есть итого 80. А знаете почему? Чтобы он быстрее соображать стал. И, ну, систематизировать все в своей башке. Здесь у человека замутнение разума, этот человек лжец. Ложь была. В вашу сторону и не только в вашу. Если кому-то же обратился, то там практик, который ему навалил. Почему он так сделал? Потому что человек должен, опять же таки, научиться прийти к определенному выводу. То есть, возможно, даже практик толковый попался. То есть этот пришел, говорит, почистите меня, либо еще что-то, да, хреновенько мне. А практик такой читал всю информацию, посмотрел, что этот Калистрат в вашу сторону наделывал. И такой, опа, хочешь чисточку? Не вопрос, но кое-что нужно пройти. Чистка это не то, что оп, почистили. Чистки бывают разные, ребята. Бывает такая чистка, что думаешь, еще буквально минуты 2 и уже и откинусь, потому что, ну, жестко проходит на физике, на энергиях так вообще без комментариев. И я уже молчу о том, что творится с людьми в пространстве вокруг вас. Так, забавно и интересно. Ребятки, возможно, это вот этот вот королек, о котором я говорила, помните, который жезловый
и по кубковым вибрациям к вам подходил, это он. Это о нем сейчас здесь речь идет. Так, и давайте теперь все-таки мы посмотрим еще на третьей колоде. А что по поводу вашего сострадания там? Ребят, здесь опять-таки через предательство, чтобы вашу удачу вы сами ему отдали. Без комментариев. Человек болеет, обращается за помощью. А к кому не обратиться из практиков, там скрытый умысел по поводу него идет. Если у человека были какие-то инсайты от тех же, ну, каких-то духов, помощников, фамильяров, предков рода, все это закрыто. Он к кому не обратиться, они еще больше ему схлопывают эти возможности. Итак, посмотрели мы, в общем, за этого недруга. И давайте сейчас быстренько посмотрим, к чему же приведет это вас. Знаете, вот такое лайтовое отступление через второго веретника у нас получилось. Пойдете вы в трансформации. И давайте вот лично для вас, что вот это вот ваше решение спонтанное вам даст. Девяточка пентаклей, восьмерочка пентаклей. Ребятки, здесь у вас прям процветание в вашей деятельности. Вы очень много над чем-то трудились, вкладывали. Хотели, чтобы вот ваши недруги, хотели, чтобы вы это оставили, но своеобразная война прошла, вы переходите в определенные дары. Короче говоря, все будет, во-первых, по справедливости. Во-вторых, ожидайте каких-то сотрудничеств. Возможно, это и будет мужчина. Но там будут какие-то вам подарки даны. Возможно, в виде этого мужчины. Возможно, это и женщина на мужских, но кубковых вибрациях. Тут общение, дружелюбие, бескорыстие. Смотрите, на короля кубков, королева кубков ложится. Ребят, я еще вам могу сказать, что здесь может проходить сотрудничество с новыми энергиями для вас. Да, здесь больше проходят новые энергии. И идет прокачка вашей интуиции. Вы как бы прекрасно понимаете, кто и с какой целью к вам заходит в пространство. Даже если делаете вид, что ничего не понимаете и прикидываетесь просто идиотом, да. То есть легкая придурковатость нас сделает практически неуязвимыми. Вот это что-то из этой области. То есть пока ваш недоброжелатель считает себя умнее, чем вы просто умеете поднаблюдать за тем, насколько же он закопает сам себя потом. Но здесь энергии, ребята, здесь новые, понимаете, сотрудничеством на физике, там, на энергиях, да. Но мне здесь проходит, знаете, что больше именно как блокировали эти качества в вас, и они снова запускаются. Ой, здесь ваши мечты блокировали. Слушайте, здесь прям ваши надежды, что все это вы покинули, бросили. Здесь в плен это все сажали, чтобы вы не трудились над своим делом, над каким-то. Не двигались вперед, не вкладывались в него. Но здесь боги вам
места силы. Кто бывал, молодцы. Вот эту вот фигню, которую на вас напускали, да, вот эти мороки и тому подобное. Все. Высшие энергии это закрыли. И за эту подлость еще и оштрафуют вашего недруга. Да, здесь кто-то с вами соревновался. И все. Закрылась лавочка соревнований. Но я вам хочу сказать, знаете что, человек просто бездействует. А что ты ожидаешь? Разбитое сердце, завис персонаж, завис. Разбитое сердце, что не получилось у вас перехватить ваше начинание, ваши надежды. Вы вкладываетесь, вы трудитесь, понимаете, вы где-то в своем русле находитесь, процветаете. Оно это хотело перебить, не получилось, и у него разбитое сердце. Ну, по-моему, тут кукушка кукарекает у кого-то. Реально. Ну, вы преодолели эти все препятствия, которые вам. Либо преодолеете, если начнете, да, вот то, что планировали совершить. Вот реально, ребят, здесь для кого-то делать, не делать, вы должны принять это решение. Причем практичное решение в первую очередь. Ой, здесь две королевы сразу выпадает. И здесь, хорошие мои, с огнем, с землей работать, это раз. Активнее нужно быть, взять инициативу в свои руки. И в первую очередь думать, а для чего вам вот это спонтанное решение. Вот знаете, бывает здравый смысл, вот что. В чем здравый смысл здесь для вас? Бывают ситуации разные, бывают даже не столь глобальные, да, вещи, то есть не глобальное решение нужно принять, не знаю, там за хлебушком в 2 часа дня выйти или с самого утра, а потом чем-то другим заняться в эти 2 часа. Так вот, неважно, что за решение, делать или не делать. И вот вы понимаете, что вот сделаю вот так вот или отложу на потом, ну как бы для вас не играет роли, допустим, да? Но вы понимаете, что вот если вы сейчас сделаете, либо ехать, допустим, либо не ехать, если вопрос стоит, и вы выбираете, да хрен с ним поеду. И понимаете, когда вы едете и даже уже не заинтересованы в результате, вы находитесь в моменте здесь и сейчас. То есть вы наслаждаетесь здесь и сейчас жизнью и самим моментом. Самой этой поездкой, понимаете? Самим этим передвижением. Получите вы положительный ответ, либо отрицательный в этой поездке. По сути, не важно. Вы еще что-то там приобретете, понимаете? Это как пример. Так что здесь ваша победа, вот смотрите, здесь были нападения на вас. Кстати, вот реально поездка для кого-то, ребят, проигрывается. Здесь вот вы куда-то сгоняли, либо должны сгонять, понимаете? Потому что здесь, да, по пажу мечевому проницательно, просчитывают, все ловко. Но с конфликтами в ваше пространство на ментал, на астрал действуют. Ну, вам нужно съездить и расставить точки над «и». И ожидает вас праздник урожая. Либо принять решение. И смотрите, все равно, знаете, воздействие вот через астральный план, то есть во снах следите, что вам там подсунуть пытаются, да? Аффирмациями шарашит НЛПшник.
Будьте прямолинейны. Не только в отношении этого человека. В отношении ваших желаний. В первую очередь перед самим собой. И тогда вот воздействие этого человека абсолютно не будут иметь никаких результатов. И здесь будет очищение для вас. Что бы вы там ни думали, ни надумали, либо если уже вы это предприняли, вот не планировали, оп, сорвались, сделали, совершили, поехали, высказали кому-то, да, позвонили, допустим, поговорили, что-то открыли, выяснили. Ну, у каждого, опять же таки, свое, да. Здесь вы хорошо почиститесь, у вас новый будет порыв, новый виток энергии. И здесь будет у вас гармония. Ребят, для кого будет актуально, коль кто в курсе, видел, узнал. Ну, короче, здесь работа была на ваши ночные кошмары через мертвую и живую воду. Но мне больше идет через мертвую. Живую они, скорее всего, для себя любимых использовали. И вот вы быстро из этого выйдете, совершив вот это действие спонтанное. Вот так вот чистка произойдет. Привороты, ну а почему бы нет? Поэтому и лепят, ребят. Я и прочитала ваши комментарии. Такие люди не могут... Во-первых, надо манипулировать и управлять вами. Во-вторых, прекрасный такой плюс, это ваши ресурсы, ну, отстегиваются этому персонажу. Проще же магией нахеровертить, понимаете? Ну, как в кавычках магией. Чем прийти, решить как-то, да, или там, тем более, коль налажал, там, извиниться. То есть, чтобы еще и вы сострадали, и вы, видимо, еще и сами, ну, короче, все сами, понимаете? А оно, блядь, как бы и не при делах. Как так и должно быть. Все к его ногам. Реальней смотрите на людей, которые вас окружают. И еще здесь, смотрите, возможно, это бывший, возможно, работодатель. Короче, король пентаклевый находится в состоянии ожидания, но он в паутине от высших. Здесь сам Абсолют его посадил в эту паутину. Был героем, больше не будет. Все. Накрывается. Здесь у человека препятствия на каждом шагу. Куда бы он там... Он очень долго, возможно, сидел на чьих-то ресурсах, и не только на ваших. Эта лавочка закрывается высшим абсолютом. А почему тут пентаклевым показали? Работодатель, либо что-то там у него кое-что припасено, понимаете? Типа он реально смотрит на вещи. Но здесь я бы сказала не сколько реализм у человека, сколько просто голый расчет. Человек на двух стульях хотел сидеть. Здесь куча баб могли и друг о друге не знать. Здесь, знаете, и вашим, и нашим в бизнесе, короче, за спиной своих же... Как их там называют-то? Вы поняли, да? Коллег по работе, и не только коллег. Да бухает, блядь, он. Чё вы там... Что-то он сам себя идеализирует, ребята. Понимаете? Здесь карма.
карма, крадники на нем. Здесь его энергия полностью в нуля выбита. Крадники у него на деньги. Со всеми ругается. Человек в ловушке находится. А ну-ка, вы это королева мечей. Здесь его королева мечей хорошо и шибанула. А если другой? Ой, девочки, смотрите, я вам хочу сказать так. А если... Сейчас, секунду. И по энергиям еще мне интересно. Значит так. Здесь. Ребята, здесь сам Один, если хотите, вам будет помогать. Здесь поддержка высшего порядка энергии для вашего дома, для вашей стабильности в любом аспекте: психологическая, энергетическая, физическая, или же это касается денег, здоровья, там чего угодно, все это у вас будет. Короче так, у вас, вы независимы. Если касаемо вас пытались вкинуть в бездну, да, то есть состояние повешенного, окунуть ваши же. Короче, чтобы вы захлебнулись в своих же каких-то эмоциях насчет этого человека. Вот. Но вы проявили креативность и вдолбили защитами. По поводу другой какой-то бабы. Она на него жестко влияет. Через магию опоя кормы, здесь обращение к темным энергиям, подобрали ключи. И здесь эта баба хочет с этим мужиком шансов каких-то. То есть он сейчас сам под приворотами. Если Коля обращался к кому-то там из энергии, то есть бегал, да, к каким-то именно энергиям, обращения к богиням, бегал за ясностью, за каким-то сотрудничеством, то здесь вышло, сейчас я уточню, что по недоле. Здесь предки, духи рода за этим всем наблюдают его. Здесь по сердечной чакре долбят. Очень долбят. Здесь человека лишают возможности иметь семью, находиться в счастливых отношениях. Предки, духи его рода. Возможно, он когда-то предал вас. Или и еще кого-то. Здесь лишают этого. Десятка пентаклей — это и семья, и деньги, и стабильность, и бизнес может проходить. Поддержка. Понимаете, здесь он не додал поддержки, и, знаете, по пажу Кубковому много навешивал лапши на уши. Он вспоминает, как хорошо ему жилось, больше ему так житься не будет. В гедонизме, когда только в свое хлевалище заваливал, понимаете? Ой, здесь человек в обучение пошел. Все, он должен научиться контролировать много чего, в первую очередь себя там. Ребята, это начало. Если пошел в обучение, смотря там, чем оно потом закончится. Человека будут разрушать по всем фронтам, чтобы он себя построил нового. Это мясорубка. Это мясорубка. Все, он должен совершить путешествие в любом случае и научиться отстаивать себя. Вместо того, чтобы на кого-то там нападать, дергаться, лучше бы свои границы лучше оборонял, а не подпускал всяких шалашовок, которые на него навешивают. Ой, здесь десятка мечей, пятерка кубков, башня. Девочки, всех благодарю за внимание. Пишите в комментариях, насколько для вас актуально и отыгралось. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.